Здравствуйте, мои дорогие! Сегодня мы с вами испечем пирог. Пирог у меня будет сегодня с очень странным названием. Называется он корейский пирог. Конечно, рецепт это точно пришел не из Кореи, потому что это очень старый рецепт, и пекли его в Баку. Все, кто живет в Баку или жили в Баку, знают этот рецепт. А кто не знает, попробуйте его спечь сегодня со мной. Получается очень вкусный и очень такой не тяжелый рецепт этого пирога. Не тяжело его выпекать, получится он у всех. Если вы его украсите, получится уже очень-очень красивый и вкусный торт. Ну что, начнем печь, мои дорогие. Сегодня вначале мы сварим крем. Для крема одно яйцо отправляем в кастрюльку. Сюда же добавляем 1 стакан сахарного песка. Хорошенечко перемешиваем венчиком. Я не знаю, откуда это название, и наш пирог называется корейским, но он так назывался всегда. Если кто знает, напишите. Очень будет интересно мне, откуда это название пришло. Сюда же добавляем 4 столовые ложки муки. 80 грамм муки. Перемешиваем венчиком. И будем постепенно наливать 800 грамм, 800 миллилитров ровно молока у меня здесь. Размешиваем хорошенько, чтобы не было комочков. Отправляем на плиту. Крем будем варить до загустения. Как только он начинает закипать, он уже становится у нас густым. Видите? Вот так вот. Он уже у нас готов. Буквально 5-6 минут варится крем, но постоянно помешивайте. Выключаем плиту, убираем кастрюльку и будем переливать наш крем в другую посуду, чтобы его остудить. Добавляем ванилин и ванильный сахар. У меня сегодня ванильный сахар. Я добавляю целый пакетик. Если у вас ванилин, положите пол чайной ложечки. Сюда же добавляю 100 грамм сливочного масла. Размешиваем, чтобы масло у нас соединилось с кремом. Крем горячий, и масло очень быстро растворяется в креме. Накрываем пленочкой. И нужно будет нам остудить крем. Пленочкой накрываем, чтобы не образовалась никакая корочка у нас на креме сверху. Будем остужать сейчас крем. Пока остужается крем, делаем тесто. Для теста нам нужно будет взять 3,5 стакана муки, 500 грамм у меня ровно, 200 грамм сливочного масла. Нам нужно будет сделать крошку. Я эту крошку буду делать с помощью терки. Натираем постоянно, окуная масло в муку. Натираем на крупной стороне терочки. Так получается очень быстро. Масло должно быть холодное из холодильника. Перетираем руками муку с маслом. Сейчас нам нужно будет взять 3 яйца. 1 стакан сахарного песка. И все это, чуть-чуть соль, щепоточкой, все это нам нужно будет взбить. Взбиваем быстренько, вот так вот, до такой белой пышной массы. 2-3 минуты. Можете все это сделать венчиком без миксера. Сюда же добавляем 3 столовые ложки меда. Я перемешиваю опять-таки миксером, так получается быстрее, но можете все это сделать венчиком, как я вам уже сказала. Добавляю 1 чайную ложку соды. Торт получается большой, очень вкусный. И вы даже его сможете, если хорошенечко его украсить сверху кремом, сделать немножко больше крема, то вы сможете его подать как торт. Теперь нам нужно будет соединить масло с мукой и яйца с медом. Сюда же добавляем 150 грамм орех. Орехов уходит в тесто 200 грамм. 50 грамм я сразу откладываю, потому что я их в конце положу. А 150 грамм я кладу в тесто.
Можно их порезать, можно их измельчить в блендере. Собираем тесто. Мы его не вымешиваем, мы его просто собираем. Чуть-чуть подсыпаем муки еще, буквально 1 столовая ложка где-то, чтобы соединить наше тесто хорошенько и сформировать шарики. На 3 части делим тесто все. Отправляем тесто в холодильник, также накрываем также пленочкой, как и крем, и отправляем в холодильник буквально на 15 минут. Через 15 минут достаем тесто. Я буду раскатывать на бумаге и прямо с этой же бумагой буду переносить на противень. Так получается намного легче. Раскатываем скалочкой. Уже тесто не подсыпаем мукой, оно уже катается очень хорошо, не прилипает. Можно раскатать в прямоугольный пласт, можно раскатать как вы хотите. Я буду вырезать крышкой. Крышка у меня 30 сантиметров в диаметре. Краешки собираем, нам они потом пригодятся. И точно так мы должны будем раскатать все 3 коржа. Отправляем корж вместе с бумагой на противень. Духовку разогреваем на 180 градусов. Коржи выпекаются 13-15 минут. Очень быстро. Точно так же и 2-й корж делаем, и 3-й. Раскатываем, вырезаем крышкой и выпекаем. И все эти остатки мы соединяем в один шарик, который у нас остались от 3 коржей, и раскатываем. Это у нас на обсыпку идет. Маленький-маленький коржик. Маленький коржик у меня выпекался быстрее. И я его сделала чуть-чуть темнее, видите, на крошечку. Коржи очень хрупкие. Пока они остывают, измельчим маленький корж, чтобы обсыпать тортик наш. Руками я это делаю, можете сделать тоже в блендере. Крошка уже готова. Снимаем пленку с крема. И венчиком, миксером я его не взбиваю, венчиком просто-напросто немножко перемешаем, чтобы он стал чуть-чуть пышнее. Начинаем собирать торт. 4-5 столовых ложек таких полных на каждый корж уходит у нас. Я еще видела вариант этого пирога у знакомых, они его пекли со сгущенкой, был крем, с вареной сгущенкой и с маслом. Но мне почему-то нравится больше вариант с заварным кремом. Попробуйте. Если кто не любит заварной крем, можете его спечь с вареной сгущенкой, с маслом взбить крем. Точно так же все 3 коржа и бока точно так же нам нужно будет обмазать. Самое главное в этом пироге, торте, как хотите его называйте, но самое главное дать ему пропитаться. Он должен очень хорошо пропитаться. Я его оставляю 2-3 часа на столе. Сверху сразу на крем я посыпаю орехи, которые мы оставили 50 грамм. И уже сверху крошкой. Так орехи соприкасаются с кремом, и торт получается намного вкуснее. И сверху уже крошкой обсыпаем. Смотрите, торт я оставляю на 3-4 часа на столе, а потом в холодильнике на всю ночь. И вот утром я его режу. Чем дольше он у вас будет стоять, тем он получается вкуснее. Видите, как легко режутся коржи, он очень мягкий. Ничем не уступает любому торту. Очень вкусный тортик получается. Попробуйте, мне кажется, вам всем понравился. И пишите, если кто знает, почему это такое название у него, корейский пирог, чтобы я тоже узнала. Ну что, мои дорогие, пробуйте. Всем приятного аппетита, приятного чаепития. До новых встреч. Пока-пока.